«Привет, Арми». Тэхён внезапно произнес то, что оставило тысячи Арми безмольными. Но почему Чингук опустил голову и прикусил губу, услышав это? Было ли это просто шуткой или сигналом, который так долго скрывался? Что на самом деле происходило за кулисами прямой трансляции, которая казалась такой непринужденной, но в то же время таила в себе напряжение, которое могли ощутить только те, кто внимательно следил за каждой деталью? Почему короткая фраза Тэхёна в тот вечер вызвала у Чингука реакцию, невиданную ранее, и почему Арми начали ассоциировать ее с чем-то гораздо более глубоким, чем просто непринужденный разговор на Уиверс? Обычный вечер превратился для некоторых фанатов в эмоциональный кошмар, когда Тэхён во время своей трансляции на Уиверс, полный смеха и шуток, внезапно сказал то, что кардинально изменило атмосферу. Его слова не были произнесены высоким голосом, не было драматических акцентов, не было фоновой музыки, но именно поэтому фраза стала такой удушающей. В этом августе что-то изменится, возможно, вы увидите ту нашу сторону, которую мы никогда раньше не показывали. Эти слова прозвучали так легко, но их воздействие было подобно взрыву в груди любого, кто любит BTS не только за музыку. Поклонники сначала подумали, что это просто тизер сольного проекта, но камера никогда не лжет, и выражение лица Чингука, услышав это, говорило красноречивее всяких слов. Его лицо напряглось, его обычно теплая улыбка стала тусклой, глаза опустились, словно он что-то скрывал. А когда Арми заметили, как он кусает губу, типичный признак нарастающих эмоций, комментарии в чате тут же взорвались. Почему Чингук выглядит нервным? Он что-то скрывает. Август. С той стороны, которую он никогда раньше не показывал. Что это значит? Вопрос сыпался один за другим, но на них не было прямых ответов. Через несколько минут после этого заявления Чингук покинул прямую трансляцию раньше обычного, не объяснив причину. Тем временем Тэхён, как ни в чем не бывало, снова рассмеялся и заговорил о чем-то беззаботном, например, о идее только что просмотренном видео с Формулы-1. Но Арми уже уловили намеки, которые нельзя было игнорировать, и это заставило всех задуматься, это был просто рекламный ход или же было что-то гораздо более личное и трогательное. Более того, фраза «сторона», которую мы никогда не показывали, появилась в то время, когда Тэхён активно вел личные видеоблоги и вел YouTube, а также на фоне растущей популярности BTS на цифровых платформах после службы в армии. Но почему он сказал это таким предостерегающим тоном? Ситуацию еще больше усугубляет тот факт, что в последние недели Арми начали ощущать эмоциональную дистанцию между Тэхёном и Чингуком, которые обычно были очень близки, фанаты даже называли их «родственными душами», от неприветствий в комментариях на Уиверс до неловких выражений в некоторых онлайн-общениях. Это связано с чем-то, что произошло за кулисами во время драфта? Было ли заявление Тэхёна кодовым словом? Или даже сарказмом? И почему Чингук никогда не объясняет свою реакцию после прямой трансляции? Подобные вопросы продолжают терзать фандом по сей день. Некоторые фанаты начали строить теории. Одна из самых распространенных – это предположение, что перемены, о которых говорит Тэхён, касаются не только содержания, речь идет о динамике отношений между участниками группы. С учетом того, что все больше участников группы работают над сольными проектами и соблюдают физическую и эмоциональную дистанцию во время службы в армии, группа, вероятно, меняется. Многие переживают, что личные отношения между участниками уже не те, что были раньше. Другие считают, что это скрытое разочарование Тэхёна, который чувствует, что на него возлагают слишком много ожиданий. Своими видеоблогами и прямыми трансляциями он, кажется, показывает, что может быть собой, не будучи постоянно затмеваемым концепцией BTS, которая сформировала его образ. Однако другая сторона этой теории указывает на Чингука. Многие считают, что его эмоциональная реакция была вызвана не раздражением или грустью, а скорее прикосновением. Возможно, слова Тэхёна были выражением честности не только перед фанатами, но и перед собой и другими участниками группы. Но если это было выражение честности, почему это было на камеру, а не лично? Означает ли это, что их внутреннее общение не работает гладко?
Мнения армии разделились. Одни защищают Чингука, видя в его реакции знак того, что он чувствует себя преданным словами Тэхёна. Другие видят в этом доказательство того, что эти двое планируют нечто неожиданное. Проект, который раскроет самую глубокую сторону их отношений, как друзей, коллег или, возможно, чего-то более сложного. Более того, время тоже вызывает сомнения. Заявление появилось на фоне роста популярности Уиверс на 30% в этом году. Совпадение ли это? Или это скрытая стратегия HYBE? Сам HYBE пока не сделал никаких заявлений по поводу прямой трансляции. Несмотря на растущее давление фанатов, хэштеги решетка Аддитта Эюнгмиан, решетка Юнка Акрячтион и решетка Бцаугусмыстиры были в трендах в разных странах более 48 часов. И теперь весь мир ждет августа со смесью страха, надежды и любопытства. Неужели все это лишь психологическая игра, призванная подогреть ожидания армии перед камбэком BTS? Или мы наблюдаем крах эмоциональных стен, защищавших нечто столь хрупкое? На данный момент единственное, в чем мы можем быть уверены, это в следующем. В мире BTS нет ничего случайного. Каждый взгляд, каждая сдержанная улыбка, каждое двусмысленное предложение – все это имело смысл, и в тот вечер Тэхён говорил не просто в камеру. Он разговаривал с кем-то, может быть, с Чингуком, может быть, с самим собой, может быть, со всеми нами, кто давно задавался вопросом, остались ли их отношения прежними. А если нет, готовы ли мы услышать ответ? Это было просто шоу? Или мы наблюдали, как правда медленно раскрывается, одна за другой, перед миллионами глаз, которые видят только светлую сторону участников BTS? Когда ночь закончилась, не только прямая трансляция резко оборвалась, сердце миллионов фанатов, казалось, затихли, не было никаких объяснений от HYBE, никаких разъяснений от Тэхёна, и самое подозрительное, Чингук молчал на всех платформах, его даже не видели в интернете несколько дней. Для фанатов это было необычно. Обычно Чингук почти не реагировал, эмодзи, короткий комментарий или хотя бы легкий пост с приветствием, но в этот раз тишина, и молчание Чингука было громче крика. Затем появилась маленькая деталь, которая сделала теорию еще безумнее. Фанаты заметили, что на Чингуке больше нет браслета, который подарил ему Тэхён, того самого, который он всегда носил на запястье во время прямых трансляций или выступлений. Было ли это совпадением? Или молчаливым знаком разочарования? И давайте не забывать самый яркий момент трансляции, загадочную фразу Тэхёна. «Я начинаю понимать, что не все хотят идти с тобой вечно, даже если ты все еще хочешь держать их за руку». Эта фраза звучала как поэзия, но любой, кто обращал внимание на его телодвижение, понимал, это была необычная поэзия. Это была боль, и боль эта исходила не от фандома, не от СМИ, а от кого-то очень близкого. Тэхён говорил о Чингуке. Многие не хотели в это верить, но выражение лица Чингука в тот вечер подтвердило эту возможность. И один неоспоримый факт – их отношения, долгое время хваленные как «нерушимые», внезапно стали похожи на хлипкий воздушный шар, слишком долго державший давление. Теперь возник вопрос, была ли это первая трещина в здании, которая вот-вот рухнет? Или это был лишь небольшой толчок перед чем-то большим, возможно, секретным проектом? Возможно, эмоциональным сотрудничеством или разрывом? Тем временем слухи начали распространяться со скоростью лесного пожара. Несколько анонимных источников, выдававших себя за сотрудников HYBE, намекали на то, что отношения между участниками в последнее время были напряженными, особенно из-за разного видения их сольных проектов, которое начало формироваться на фоне их индивидуального успеха. После того, как RM и V добились огромного успеха со своими сольными проектами Right Place, Wrong Person и FRI &S, некоторые участники лейбла почувствовали необходимость начать прокладывать новый курс для будущего группы, и в процессе начали возникать конфликты интересов. Тэхён, известный своей экспрессивностью и артистичностью, как сообщается, хотел больше свободы выражения своего внутреннего «я», в то время как Чингук, с его перфекционистской и дисциплинированной натурой, выбрал более структурированный, безопасный подход. Две личности, которые когда-то были так гармоничны, теперь могут стать самым болезненным контрастом, особенно под огромным давлением со стороны фандома, который продолжает ожидать от них того же, любящих, непосредственных и всегда готовых друг к другу. Но люди меняются, и когда эти перемены становятся очевидными, некоторым из нас трудно их принять. Один из комментариев на Уиверс,
который стал вирусным. Они говорят, что счастливы, но почему, когда они улыбаются, кажется, что внутри они кричат? Комментарий набрал более 300 тысяч лайков. Не потому, что он был поэтичным, а потому, что он был честным. И в этом суть всей этой суеты – честность. В мире, полном образов и контент-стратегий, одно честное предложение может быть разрушительнее, чем серьезный скандал, и это честное предложение, вероятно, принадлежит Тэхёну. Приближается август, и Тэхён не отступил от своих слов и не стал уточнять. Короткий пост на Уиверс несколько дней назад только усугубил ситуацию. Все поймут, когда придет время. В этот раз я не буду говорить первым. Что значит «в этот раз»? Всегда ли он уступает? Всегда первый, к кому обращаются, когда возникает конфликт? Слишком долго мы смотрели на них как на иконы, забыв, что они тоже люди, которые могут чувствовать себя брошенными. Чингук наконец появляется, но не с улыбкой. So won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah.